Приветствуем вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлин на импорт стали и алюминия. Такое уже было в 2018 году. Пошлины будут касаться металлов из всех стран. И вот как вот в этой связи будет чувствовать себя Европейский Союз, Борис Леонидович? Ведь Байден отменил все пошлины, а тут они снова введены. Как это отразится на и так уж, так скажем, печальном положении дел в экономике европейских стран? Меня больше интересует, как это повлияет на Россию, как ни странно, тоже повлияет. Хотя напомню, что наши поставки, что алюминия, что стали, 25% пошлины введены именно на эти два металла. Заградительная пошлина на российский алюминий 200%, 25%, которые были введены в 2018 году, для всех сняли, кроме России. Так что если посмотреть на поставки этих металлов из России в США, они равны нулю. То есть нас это как бы не касается, не должно касаться, казалось бы. Тем не менее, сейчас разберемся. Если говорить о том, что происходило в торговле этими металлами между Евросоюзом, странами Евросоюза и Соединенными Штатами, то по итогам 2024 года объем поставок этих металлов стали из Евросоюза в США порядка 14 миллиардов долларов за год. То есть, на мой взгляд, достаточно серьезная сумма. Это 3,8 миллиона тонн. Что касается алюминия, не сказать, что сильно много. 24 год еще итоги не подводили. По итогам 23 года 2,5 миллиарда долларов сумма импорта алюминия из Европы в США. Да, и на вопрос, почему это вообще нас задевает, наш проект «Геоэнергетика», напомню, что алюминий – это, собственно говоря, концентрированная электрическая энергия. Такова технология производства. Что касается стали, это, разумеется, уголь, как сующийся уголь, так что тема, в общем-то, нам отнюдь не чужда. Новые пошлины должны действовать с марта месяца. Разумеется, главврач Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже пообещала грозные меры в ответ. Ну, такая у нее работа – успокаивать как-то пациентов. Если говорить о перспективах вообще имеющихся у Евросоюза на поставки алюминия, ну, мне кажется, что они не самые веселые, поскольку производство алюминия – это электроэнергия, а с электроэнергией, с тарифами в Европейском Союзе в последнее время, то есть с того момента, как они отказались от сотрудничества с Россией по энергетическим ресурсам, дела обстоят не лучшим образом. Что касается угля как сующегося, здесь еще более занимательная ситуация. Если на мировом рынке как сующийся уголь сейчас в районе 140-150 долларов за тонну, э, то в Европе немножко по-другому, потому что вместо того, чтобы получать уголь из России с минимальным логистическим плечом, они сейчас везут уголь из Колумбии, из Южной Африки, цены получаются немножко другие, выше мировых. Так что, с одной стороны, казалось бы, Трамп показывает услугу, меньше угля, меньше электроэнергии, глядишь, тарифы вниз пойдут. Но почему-то не рады этому в Евросоюзе, потому что, очевидно, что с уменьшением поставок в США нужно выходить на альтернативные рынки. Альтернативные рынки – это те самые места, где с алюминием царствует Ближний Восток, поставки оттуда, наверное, занимают до трети рынка. Это поставки стали, здесь нужно будет конкурировать с той же Россией, тоже не так просто. Так что, вероятнее всего, будет два эффекта, причем разнонаправленных. Если Соединенные Штаты, у которых объем производства алюминия со времен предыдущего президента Трампа упал на 20%, и объем производства стали уменьшился на 5%, прекращение поставок, не столько даже от Евросоюза, вот первый в табеле о рангах поставщик стали – это Канада. У нее и так, как известно, пошлины были введены, но были объявлены, но не введены, смотрят на их поведение, а здесь уже вне зависимости от поведения.
Вероятнее всего, это приведет к росту стоимости металлов в самих Соединенных Штатах, поскольку все, что туда поставлялось, выйдет на все остальные рынки, во всем остальном мире цены будут снижаться. Мягко будет сказано, разнонаправленное совершенно движение, но выдержит ли это сама Америка, мне сказать сложно. Трамп, подписывая эти документы, говорил о начале расцвета новой промышленной эры в Соединенных Штатах. И, ну, в общем-то, такие очень знакомые мотивы. Реиндустриализация, нехватка собственных мощностей. Вот где-то мы это слышали не так давно. Что касается металлургической отрасли в России, пострадать может достаточно серьезно. У нас резко уменьшился объем жилищного строительства, а сталь – это конструкционные материалы, прежде всего, для строительной отрасли. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Почему у нас уменьшается объем строительства, ни одна Эльвира Сахибзадовна вам не скажет, но, наверное, какие-то причины для этого есть. Соответственно, возникает проблема в нашей металлургической отрасли, но это, наверное, уже надо более узким специалистам. Они объяснят, почему снизился объем производства, только ли из застройки или еще что-то. Выиграет от этого очевидным образом Китай. У него не только объем собственного производства колоссальный, он еще и охотно импортирует. Если кто-то думает, что это связано исключительно со строительной отраслью, то не совсем правда, потому что если смотреть итоги 2024 года в такой отрасли, как судостроение гражданское, которое тоже весьма и весьма металлоемкое, то порядка 70% новых заказов на планете Земля находятся на судовых верфях Китая. И это достаточно большое количество стали, которое будет уходить вот в эту отрасль. Китай строит много новых железных дорог, туда тоже уходит. То есть, на самом деле, что касается металлургии в Китае, то весьма и весьма диверсифицировано. Кто еще может не выиграть? Это Индия. Индия еще, наверное, лет 7-8 назад поставила себе задачу такую государственную догнать по объемам производства стали Китай. И вот сейчас тоже возникнут проблемы. Хотя с учетом того, что Трамп пытается выстроить какие-то особые отношения с Индией в расчете на закупки энергетических ресурсов, может быть, о чем-то договорятся в индивидуальном порядке. Мне кажется, что если бы мы больше занимались строительством у себя в России, на своем нашем родном внутреннем рынке, если бы мы действительно занимались строительством железных дорог, вспомнили о том, что такое судостроение, напоминаю крайне грустную статистику. Россия – страна теперь уже 13 морей, 3 океанов, неисчислимого количества рек. Географы пытались сосчитать, сколько в России рек и речушек, но как-то к общему знаменателю прийти никак не могут. Кто-то называет число 12 тысяч, кто-то 16 тысяч. Напомню, что у нас внутри России речной грузооборот в прошлом году скакнул вверх сразу на 25%, и теперь от общего внутреннего грузооборота составляет уже 1,5%. В Советском Союзе достигал 30%. Немножечко пострадало у нас внутреннее речное судоходство. Что касается морского экспорта, то из всего объема всех наших внешних поставок морским транспортом, на собственные суда приходится 10% перевозок. Все остальное суда зафрахтованы. На мой взгляд, я назвал вот ту достаточно емкую по части любых видов металлов отрасль, которая могла бы стать драйвером для нас. Но у нас немножко другой взгляд на все это. То, что произошло с Объединенной судостроительной корпорацией, известно, финансовая дисциплина там, прямо скажем, хромала, и несмотря на обилие заказов от Министерства обороны, для того, чтобы навести финансовую дисциплину в рядах отдельно взятой, не скажу за что, Объединенной судостроительной корпорации,
президент страны вынужден был туда отправить в командировку ВТБ. Тоже нетривиальная задача, на самом деле. С одной стороны, понятно, что порядок нужно вводить в финансах, с другой стороны, не вникая в особенности отрасли, сделать этого нельзя. И теперь банкиры вынуждены превращаться в судостроителей, выяснять, в какой ситуации находится каждый из заводов, входящих в эту корпорацию. Планы известны. ВТБ не так давно обнародовал общие числа, может быть, будет опубликована и подробная программа. К 30 году он намерен увеличить объем строительства новых судов в 4 раза. Но этого все равно недостаточно. У нас много других частных заводов. У нас есть не работающие пока на полную мощность судостроительные заводы в Крыму. Были соответствующие мощности в Мариуполе. Может быть, стоит задуматься о том, как наши старые и новые регионы восстанавливать, возвращать им рабочие места и так далее, и так далее. Будем надеяться, что какие-то подвижки будут. И мне лично очень досадно, что судостроение не вошло ни в один новый национальный проект, хотя мне казалось, что Россия этого заслуживает. Но, может быть, не все сразу. Будем надеяться. Что касается металлов, рынки среагировали достаточно своеобразно. Немножечко подорожало, немножечко подешевело. Март еще не настал, поэтому рынок еще не понимает, как реагировать. Зато, по-моему, просто автоматически поднялась цена на золото. То есть люди ищут надежные активы, которых не будет потрясать вот такие словесные интервенции, финансовые интервенции. Уходит золото. Золото, тройская унция стремится к $3000 в рекордной отметке. Но, по-моему, сегодня я заглядывал, 2930 совсем рядышком. Хорошо это или нет? На мой взгляд, не очень, потому что снижение цены стальной продукции – это отсутствие инвестиций в металлургию, а это снижение темпов производства. Мне кажется, что, хотя вроде бы напрямую России это не касается, не торгуем мы металлами с Соединенными Штатами, кроме одного металла до последнего времени хорошо шел, уран называется, обогащенный. И тут у нас стоп-кран сработал. Сначала запрет на импорт обогащенной урановой продукции, введенный Соединенными Штатами. Спасибо, мистер Байден, вам не скучно. И ответная зеркальная мера со стороны России. Импорт в пользу американских компаний запрещен не полностью, но требуется разрешение наших государственных органов на каждую сделку. Так что и здесь у нас объем торговли металлами с Соединенными Штатами стремится к нулю. Но с учетом того, что будет поднята вот эта заградительная пошлина, если уж вещи своими именами называть, сейчас 10%, с марта 25%, это вызовет приток металлов на все остальные рынки. Нам может стать тесно. Мгм. Что же, решение Трампа добавило турбулентности, я так понимаю, немножко потрясет всех. Будем надеяться, Но что... хуже всех будет Европе, я так понимаю. Если говорить о Европе, то для них американский стальной рынок – это 25% производимой стали. С одной стороны, для Европы потерять такой рынок – это не очень хорошо. С другой стороны, если закрыть металлургическое производство, тогда снизится спрос на природный газ. Может быть, котировки пойдут вниз. Так что, если исходить из этого, то Трамп спасает Европу, он снижает ей цены на газ. Как говорится, нет тела, нет дела. Нет худа без добра, у каждой палки два конца, две стороны у медали и так далее. Будем смотреть, какие контрмеры придумает Урсула фон дер Ляйен, что она введет на американские товары или ничего не введет. Сейчас она занята вопросом, будет ли у нее табуретка где-нибудь возле стола, где намечаются переговоры Соединенных Штатов и Российской Федерации. Пока не очень получается. Мгм. Мне кажется, Европа туда не включена. По крайней мере, я не слышала о таком переговорщике, как ЕС. Но он никому не интересен. Мгм. Не интересен прежде всего хозяину, поскольку хозяин, я имею в виду Дональда Фредовича, четко выполняет указания великого политического деятеля Виктории Нуланд. Он знает, что надо делать с ЕУ.
Мгм. Это сказал еще в 2014 году, и все политические лидеры Соединенных Штатов старательно это делают. Ну что же, следите за геоэнергетикой, чтобы лучше понимать геополитику. Всем спасибо за внимание. Будем надеяться, что это металлотрясение обойдет Россию стороной. Но для этого надо поработать. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.